Вы когда-нибудь представляли, что происходит за закрытыми дверями мировой музыкальной индустрии, когда три громких имени сталкиваются в одном водовороте амбиций? Крис Мартин только что раскрыл потрясающий Голливуд-секрет о своем ожесточенном соперничестве с Чингуком и Теоном. Кто победит? Читайте дальше, оставляйте комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь, чтобы не пропустить это эксклюзивное событие. Что на самом деле происходит, когда такая легенда мировой музыки, как Крис Мартин, лидер культовой группы Coldplay, решает рассказать о внутренней динамике, которая была тщательно скрыта стенами американской индустрии развлечений? Может ли оказаться, что слухи, циркулирующие среди поклонников по всему миру относительно соперничества двух крупнейших звезд Южной Кореи, Чингука и Тэйона, гораздо сложнее и напряженнее, чем мы можем себе представить, глядя на экраны наших мобильных телефонов? Все это время мир знал их как неразлучных товарищей по группе. Но за великолепием сцены и сиянием неоновых огней, украшающих небо Лос-Анджелеса, разворачивалась драма, имеющая огромное влияние и коммерческую ценность, и напряжение нарастало с каждой секундой. Сюрприз возник после неформальной встречи в скрытой студии звукозаписи в районе Малибу, где Крис Мартин с выразительным тоном и трудноразличимым выражением лица рассказал, что гигантские брендинговые агентства в Соединенных Штатах теперь насторожены. Они подталкивают друг друга и конкурируют за эксклюзивные контракты с двумя фигурами, которые считаются новым золотым стандартом в мире глобального маркетинга. Главный вопрос – почему именно сейчас? Почему именно сегодня, когда индустрии моды и технологий ищут новое направление после пандемии, все их взгляды с такой интенсивностью, что это кажется почти абсурдным, прикованы к этим двум молодым людям из Сеула? Крис Мартин не только произносит обычные хвалебные речи, но и дает скрытую подсказку о том, как мощная сила влияния Чингука и эстетическая энергия Тэйона создали дихотомию между топ-менеджерами Манхэттена и Силиконовой долины. Словно невидимая линия фронта была проведена между двумя сторонами. Одна жаждала спортивной харизмы и мощного вокала, а другая – художественной элегантности и глубокой загадочности. По сообщениям, атмосфера в штаб-квартирах различных люксовых брендов накаляется, предложения превосходят все ожидания, создавая беспрецедентную ситуацию в истории международного сотрудничества знаменитостей. Однако заявление Криса Мартина вызвало такое потрясение не только из-за денег или популярности, но и из-за большого секрета, который он назвал выбором, навсегда меняющим карту индустрии. Представьте себе холодный зал заседаний на самом верхнем этаже небоскреба в Нью-Йорке, где руководители маркетинговых отделов яростно спорят до самого утра, анализируя каждый жест в социальных сетях и каждую деталь публичных выступлений двух звезд, чтобы определить, кто станет будущим лицом их компании. Крис Мартин заявил, что лично видел, как были структурированы сотни страниц контрактных документов с очень конкретными пунктами, включающими даже мельчайшие детали, чтобы не оставить лазеек для конкурентов. Речь идет уже не просто о популярности музыки, а о социологическом феномене, когда два человека способны повлиять на экономику страны всего лишь одной загрузкой фотографии. Напряжение усиливается, когда Крис намекает на то, что гигантский технологический бренд подготовил очень амбициозную секретную кампанию. Но они оказались в тупике, потому что им приходится выбирать между Чингуком, обладающим взрывной популярностью, и Тёнгом, который обладает уникальной способностью вкладывать душу в каждый продукт, к которому прикасается. Эта неопределенность проникла во внутренние круги корейской индустрии, породив бесконечную волну дискуссий о том, как переговорная сила этих двух артистов достигла своего наивысшего уровня за всю историю. Однако за всей этой суматохой скрывается большой вопросительный знак, который Крис Мартин намеренно оставил в своем повествовании. Осознавали ли эти две звезды, что они оказались в эпицентре такой масштабной борьбы? Или за этим кроется нечто большее? Возможно, за кулисами была заключена секретная сделка, неизвестная публике. Крис описывает ситуацию как шахматную партию высокого уровня, где каждый ход имеет значение. И одна маленькая ошибка может означать потерю миллиардов долларов, потерянных на достигнутом. Эмоциональный шок наступает, когда мы понимаем, что за этим блеском успеха скрывается необычайно тяжелое бремя ожиданий, которое приходится нести, создавая картину, полную психологического стресса и очень холодной профессиональной конкуренции. Со временем начали появляться подсказки от различных анонимных источников, работающих в голливудской индустрии развлечений, подтверждающие заявление Криса Мартина.
Они говорили о секретных встречах на частных самолетах, закрытых ужинах, на которых присутствовало лишь несколько влиятельных людей, и о попытках проникновения со стороны конкурирующих агентств, чтобы сорвать планы. Продолжаются переговоры. Атмосфера была настолько напряженной, что казалось, вся индустрия затаила дыхание, ожидая, кто первым сделает объявление. Сделает ли Чингук неожиданный шаг, заключив союз в совершенно неожиданной сфере? Или Тэйон нанесет сокрушительный удар, заключив соглашение, которое разрушит границы между искусством и коммерцией? Крис Мартин завершил свою первую информацию пронзительным риторическим заявлением. Мир может видеть в них товарищей, но за этим столом переговоров они – два совершенно разных сына в одном небе для акционеров. Эта реальность приводит нас к новому пониманию того, что американская индустрия развлечений больше не видит в них просто певцов, а самых востребованных стратегических товаров. Повествование, созданное Крисом Мартином, резко контрастирует с жизнерадостными образами, часто встречающимися на экране. Здесь речь идет о власти, эго и очень четкой глобальной стратегии. Здесь нет места ошибкам, и каждое решение, принятое как Чингуком, так и Тэйоном, будет иметь далеко идущие последствия. Это касается не только их собственных карьер, но и будущего мировой индустрии развлечений в целом. Это напряжение касается не только их. Оно затрагивает всех, кто вовлечен в эту экосистему. От менеджеров и продюсеров до руководителей брендов, которые ставят на кон свою репутацию, делая единственный выбор, подобно закату солнца над калифорнийским побережьем. Этот слух не угасает, а, наоборот, тлеет еще сильнее в элитных кругах Голливуда. Крис Мартин, похоже, открыл плотно спрятанный ящик Пандоры, заставляя всех увидеть суровую реальность, скрывающуюся за сладостью популярности. Что в этом мире, полном интересов, дружба часто подвергается испытанию корпоративными амбициями, которые не знают слова «достаточно». Дальнейшие сюрпризы появились, когда некоторые инсайдеры упомянули о вмешательстве третьей стороны, обладающей огромным влиянием в парижской индустрии моды, которая, как сообщается, также начала вмешиваться в эту борьбу, добавляя слой сложности, который сделал ситуацию еще более непредсказуемой. Каждое слово, произнесенное Крисом Мартином, кажется кусочком пазла, который, будучи собранным воедино, образует невероятно шокирующую картину того, как на самом деле работает механизм мировой индустрии развлечений за темным экраном, полным политических интриг. Нас приглашают погрузиться глубже в этот лабиринт амбиций, где каждый уголок хранит секрет, готовый взорваться в любой момент. Эта борьба за влияние между Чингуком и Тёнгом стала центральной темой в частных разговорах руководителей всех крупных звукозаписывающих компаний, создавая ауру соперничества, которая даже жарче любой музыкальной премии. Крис Мартин, с его многолетним опытом работы в индустрии, кажется очень серьезным, когда говорит, что он никогда раньше не сталкивался с подобным явлением. Даже в лучшие времена прошлых больших групп сила социальных сетей в сочетании с современными стратегиями брендинга породила нового монстра, жаждущего новых и влиятельных лиц. И сегодня Чингук и Тёнг находятся на вершине этой пирамиды. Соперничество уже не в том, кто лучше, а в том, кто лучше выживет под таким давлением со стороны разных уголков мира, желающих заполучить их успех. Эмоциональный накал начинает ощущаться, когда мы думаем о том, что чувствуют эти два человека в этом водовороте интересов. Смогут ли они по-прежнему смеяться вместе за кулисами, когда узнают, что их имена обсуждаются как активы, которые одна сторона получит, а другая потеряет? Крис Мартин показывает, насколько тихо может быть на вершине, где у каждого вокруг могут быть скрытые мотивы. Это добавляет элемент интриги, от которого читатель не может оторвать взгляд, желая узнать больше о мелких деталях, которые могли быть упущены. Начали распространяться намеки на уже подписанный, но еще официально не объявленный секретный контракт, порождая бурные спекуляции о том, какой бренд в итоге сумел завоевать сердце одного из них, или, скорее, обоих. Неожиданным образом я прерываю ночную тишину в студии. Крис Мартин успел поболтать о том, как в ближайшие несколько месяцев будет определяться будущее музыки и моды. Это говорит о том, что настоящий сюрприз еще не раскрыт. То, что мы знаем сейчас, лишь верхушка айсберга гораздо более масштабного и дерзкого коммерческого заговора. Соперничество между Чингуком и Тёнгом за первенство на американском рынке превратилось в настоящую драму, превосходящую любой киносценарий.
Каждое их движение теперь отслеживается тысячами профессиональных глаз, готовых воспользоваться любой возможностью. Атмосфера накалилась, когда начали просачиваться новости о напряженности между агентствами, представляющими бренды, с угрозами судебных исков и внезапными пересмотрами условий для сохранения своих позиций. Все это приводит нас к осознанию того, что мир развлечений – это огромное поле битвы. Крис Мартин дал нам ключ, чтобы заглянуть в запертую комнату. И то, что мы находим внутри, это реальность, полная неопределенности, но очень захватывающая. Мы вынуждены продолжать задавать вопросы, продолжать узнавать новое и внимательно следить за этой информацией. Потому что за каждой улыбкой на рекламных щитах Таймс-сквер скрывается история борьбы за власть и секретов, о которых знают лишь немногие люди из самых узких кругов. Крис Мартин заложил основу для долгой истории, которая изменит наше восприятие наших кумиров. Мы больше не просто артисты, а эпицентр очень напряженной глобальной промышленной революции. Теперь внимание переключается на то, что будет дальше после того, как смелое заявление Криса Мартина стало вирусным. Будет ли официальный ответ от Чингука или Тэйона? Или они предпочтут молчать и позволять миру продолжать гадать в условиях растущей неопределенности? Это напряжение уже достигло очень высокого уровня, когда каждый маленький слух может стать причиной огромного информационного взрыва. Сегодня индустрия развлечений в Соединенных Штатах буквально находится на грани между надеждой на большой успех и страхом неудачи в сохранении своего самого ценного актива. Крис Мартин запустил дискуссию, которая вряд ли скоро закончится. Эта история будет развиваться, становясь все более сложной, мрачной, конечно же, неожиданной для всех, кто следит за невероятной карьерой этих двух южнокорейских звезд на американской земле. Новости о жесткой конкуренции за кулисами американской индустрии развлечений не ограничились слухами в студии звукозаписи Малибу, а начали проникать в коридоры власти на Мэдисон-авеню, в центр мировой рекламы. Крис Мартин предоставил важную подсказку, которая многих ошеломила. Секретный документ, закодированный как «Проект-близнецы», предположительно является стратегией одного из мировых гигантов моды, направленной на то, чтобы снизить рыночную стоимость Чингука и Тэйона ради более выгодной цены контракта. Зачем крупной компании прибегать к такой рискованной тактике, если бы она не понимала, что переговорная сила этих двух звезд уже непобедима? Именно здесь напряжение начало нарастать, когда Крис рассказал, что подслушал разговор двух топ-менеджеров, которые открыто признались, что им пришлось выбрать одного из них, потому что бюджет на совместный контракт истощил бы годовые денежные резервы их компании. По мере того, как мы углубляемся в то, что происходит за закрытыми дверями этих секретных встреч в Нью-Йорке, начинают появляться неожиданные повороты. Появилась неподтвержденная, но широко разрекламированная информация о том, что Тэйону предложили стать единственным глобальным амбассадором люксового автомобильного бренда по невероятно выгодной цене, но с очень серьезным условием: он не должен участвовать в одной рекламной кампании с Чингуком в течение следующих 3 лет. Разве это не систематическая попытка разделить власть этих двух мировых икон ради чисто деловых целей? Крис Мартин, который поддерживает тесные отношения с обоими артистами, выглядел очень взволнованным, рассказывая о давлении в их глазах, о стремлении сохранить верность своей дружбе под искушением постоянно растущих нулей в контрактных документах. Возникает риторический вопрос: как долго они смогут выживать под давлением такой манипулятивной индустрии? Крис намекнул, что в недавних постах Чингука в социальных сетях был скрытый намек, где определенный цветовой код был воспринят как сигнал протеста против ограничений, введенных заинтересованными сторонами в Америке. Эта ситуация уже не просто борьба за бренд, а борьба за принципы. Сообщается, что руководители в Голливуде начинают испытывать разочарование, потому что, несмотря на все их усилия, Чингук и Тэйон по-прежнему демонстрируют невероятную преданность друг другу. Это очень редкое явление в кровожадной бизнес-экосистеме Соединенных Штатов. Но будет ли эта преданность достаточно сильной, чтобы выдержать натиск маркетинговых стратегий, направленных на создание фракций среди фанатов? Напряжение усилилось, когда Крис Мартин упомянул о причастности таинственного музыкального продюсера, имеющего большое влияние за кулисами и предоставляющего рекламные контракты. Сообщается, что у этого продюсера есть цель создать образ здоровой конкуренции, но на самом деле он очень конкурентоспособен в финансовом плане на мировом рынке.
Крис рассказал об инциденте, когда фотосессия была отложена на несколько часов из-за жарких споров о том, кому достанется основная часть освещения. Деталь, которая кажется тривиальной, но имеет решающее значение в мире высокоуровневого брендинга. Это дает нам представление о том, как каждый сантиметр общественного пространства, занимаемого Чингуком и Теоном, стал полем битвы для рекламодателей, стремящихся привлечь внимание всего мира. Но на этом сюрприз не заканчивается, когда Крис рассказывает о технологическом бренде из Силиконовой долины, который пытается использовать очень необычный подход. Они попытались использовать алгоритмы искусственного интеллекта, чтобы предсказать, у кого из двоих будет более высокий коэффициент конверсии продаж в Северной Америке и Европе. По сообщениям, результаты показали очень сбалансированные показатели, что еще больше запутало инвесторов.